Всем привет! Сегодня очередное, скорее разговорное видео. Речь пойдет вот о таких штурвалах. Как установка, так и сама покупка были абсолютно спонтанными. В очередной раз искал на Директлоте какую-то из нужных мне вещей и случайно заметил такие штурвалы. Сразу же понятно, что они китайские. Позже я посмотрел, что они есть на Алиэкспрессе. Но в итоге получилось, что на Директлоте они дешевле. Точную цену уже не вспомню, но все три штурвала, включая доставку, обошлись мне менее чем в 2000 рублей. Привлекли они меня в первую очередь своим разнообразием размеров, так как я смог подобрать именно те же размеры, что были на НГФ, плюс вот такой большой штурвал диаметром 150 мм пришелся на вертикальную подачу очень кстати. Решил заморочиться установкой на НГФ китайских штурвалов. Проточил оправку, засадил на нее плотно штурвал. И что мы теперь видим? Такие вот дела. Похоже, отверстие сверлили не на токарном, а на обычной сверлилке, не особо заморачиваясь центром. Продолжать придется на том же НГФ, расточной головкой. Не совсем понимаю, для чего нужны те громоздкие центроискатели. Поставил обычную миниатюрную китайскую стойку, часовой индикатор, типа нашего российского ИРБ. И без проблем обкатал в несколько соток. Буквально тут 2-3 сотки составляет разница, что по сравнению с тем, что я намерил, я думаю, это все просто отличный показатель. И теперь остается только расточить отверстие под будущую втулку и немножко поправить внешний диаметр вот в этой части. Можно оценить качество китайского литья, которое, похоже, немногим лучше нашего гаражного. Гребенка появляется от того, что я быстро возвращаю назад, так что можно не обращать внимания. Сделал еще один резец по-быстрому для вот такой пластинки по цветному металлу. Материал здесь дюраль, так что идет все прям отлично, хотя даже на нее видно, что есть некие налипания. Еще один интересный момент: нужно обточить еще и внешнюю часть за ту же установку. Буквально вот до перемычки. Для этого развернул резец на 180 градусов, переставил его в крайнее отверстие, и процесс пойдет в обратном направлении, то есть уже к центру. При этом главное не забывать, что направление вращения шпинделя должно быть теперь в обратную сторону. Ну, весь процесс я снимать не буду. Думаю, все понятно. Мне нужно будет проточить по диаметру пару миллиметров. По-моему, все отлично. Ну, кроме качества китайского литья. Все готово к установке.
Вот такую втулку изготовил со шпон-пазом. Это все пойдет под запрессовку в расточенный штурвал. Ну а это ручка от него. Тут все довольно просто. Единственное, что нужно точно подогнать вот эти посадки. Плюс, скорее всего, придется будет переделать вот эту шайбу. А вернее делать уже не шайбу, а некий цилиндрик. Так как высота заметно больше, чем у стандартного лимба. Тут где-то 12 или 15 миллиметров, а здесь 20. Но это не беда. Зато сама втулка изготовлена из стали. Не дюраль какой-нибудь, а именно стали. То есть в принципе ни шпон-паз, ни посадочное место особо разбиваться не должны. Как это сделано вот здесь, где втулка скорее всего латунная. И разбита она уже где-то на 15 соток относительно вала. Для компенсации разницы высот штурвалов выточил вот такую шайбу. И так как я не очень люблю чистый серебристый металл или хром, я ее забороню. Не знаю, как вам, а мне определенно понравилось. У стандартного штурвала идет диаметр 120, а у этого диаметр 150. По примерным подсчетам моим на глаз, как обычно, ничего задевать не должно. Ну, в принципе, на практике так и происходит. Поэтому усилие сильно снизилось. Ну и во многом благодаря тому, что ручка вращающаяся. Хотя изготовлена соответствующим вот этому сверлению изначальному качеству. Ну, она просто болтается. Непонятно почему. Ну и плюс она еще умеет делать вот так. Здесь это не особо актуально. Куда актуальнее складывание ручки будет вот здесь. Чтобы проходящие мимо люди, такие как я, постоянно не долбались вот об эту ручку торчащую. Еще один с виду незначительный, но для меня очень важный плюс таких вот именно спецованных штурвалов, это то, что через них свободно проникает свет сбоку. И лимб уже не является таким затененным. Сейчас, конечно, я напрямую направил на него свет. Второй штурвал точно такой же, как стоял на вертикальной. Примерно так же болтается в ослабленном состоянии. Штурвал такого же диаметра. И здесь уже посадка чуть меньше диаметром, чем на валу. Соответственно, здесь можно ее просто расточить. На этот раз задача усложнилась. Никакой втулки я здесь ставить не буду. Поэтому расточку нужно выполнить в размер. Но с помощью вот таких вот штук намерил. Надоела мне вот эта вот система со стандартным непонятным установочным винтом, который постоянно откручивается. Что с этим делать, я не знаю. Но мелькнула у меня такая мысль досверлить вот это вот отверстие для начала более маленьким диаметром и закрутить, допустим, вот такой современный установочный винт. Скорее всего, я проточу кончик просто его, чтобы упирался не в резьбу.
и по этому диаметру уже просверлить отверстие. Ну или наоборот. Потому что иначе работать невозможно. Ну а сам штурвал, как вы видите, уже установлен с небольшой натяжкой. И осталось только сделать такую же, как и на том, сердцевину, шайбу. Получилось как-то так. Старый установочный винт и новый установочный винт. Гайку даже не снимал отсюда. Почему? Сюда же стружка может попадать. А потому что отверстие не сквозное. Как оказалось, так сказать, мяса здесь много. На глубину 6 мм примерно просверлил без проблем. Осталось только примерить. Момент затяжки, конечно, тут вообще небо и земля. Подтянулся. Ну, и можно проверить работу. Конечно же, насколько этого хватит, я не знаю. Но пока все ощутимо лучше. Я думаю, многие сразу же скажут, что нужно было ставить подшипники и так далее и тому подобное. Ну, добраться до этого узла обычно не составляет никаких проблем. Поэтому подшипники можно поставить в любой момент. Они у меня даже куплены. Но, честно говоря, никакой нужды в них я пока не ощущаю. Дополнительное усилие, которое возникает именно в момент перемещения стола, оно мне пока что даже помогает. Таким образом я чувствую и выбираю свободный ход точнее. С лимбом продольной продачи ситуация совсем другая. Ну, во-первых, мне здесь не хватает резьбы. То есть одну гайку я закрутить могу, а две тут уже проблемно закрутить вместе с шайбой. Ну, точно так же штурвал с болтом. На нее я тоже заказал вот такой маленький штурвальчик, который выглядит уж очень смешно. Даже по сравнению с этим почему-то выглядит смешно. Когда я снял этот штурвал, я понял, что посадка идентичная со штурвалом поперечки и вертикальной подачи. А что это значит? По крайней мере, вместе вот с этими плитами сюда можно установить штурвал большего диаметра. Берем штурвал поперечной подачи, демонтированный, и ставим. И заодно видим, что здесь толщина вот этой ступицы посадочной меньше. Как итог, резьбы здесь доступно стало больше. И вместе с этими плитами нет выступания за плоскость стола. Если эти плиты снять, конечно же, такой штурвал будет мешаться. Но опять же, когда приходится устанавливать детали, выходящие за длину стандартного стола НГФ, а это единичный случай. Так что с установкой вот такого штурвала я пока повременю. Попробую попользоваться вот таким увеличенным. Возможно, что закажу потом вот такой же, 120 диаметром. Этот 100. Колпачковая гайка самодельная. Именно для нее у меня не хватало резьбы. Ну а пока у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. До свидания.